Добрый день. Хочу показать текущее состояние. Ну, как бы мы вот находимся вот в такой вот ситуации. Здесь уже засыпка произведена. Ну вот. Значит, ну вот это вот до сюда вы видели. Значит, здесь идет обварка вот этой плиты. Вот так вот выглядит. Вот так вот выглядит эта вот штука. Ну, еще не крашеная. Вот. И вот она вот таким вот образом уходит вверх. Есть три положения. Вот это вот положение такое среднее. То есть положение, ну, грубо говоря. Так, сейчас, секунду. Вот это вот положение среднее. И есть положение вот практически закрытое, ну, типа вентиляционное. Есть положение полностью закрытое. Значит, выглядит это так. Ну, тут все пока не крашено. Да, значит, смотрите. Это просто я напилил, так поставил, чтобы показать вам. Значит, вот профиль. Да, то есть вот это вот место держит вот эту вот штуку. С той стороны точно так же. Вот он, профилек. И сюда я положу еще пластиночку, которая будет не давать этому делу ходить. Да? Значит, вот таким образом это все вот так вот стоит. Вот так вот это все открывается. Вот так вот это выглядит. Вот. Это вот такое нормальное положение. Значит, вот еще одно положение. Это, я вообще, честно говоря, не очень понимаю, зачем оно. Вот такое среднее. Ну вот проэкспериментируем, посмотрим. Да, и есть такое положение, скажем, вентиляционное. Это чуть-чуть приоткрыто. Вот так вот. Ну, может быть, это для чего-то нужно. Вот, значит, что здесь? Здесь вот это вот внутренность камина. Да? Здесь идет вот эти вот 3 сантиметра, про которые мы с вами разговаривали. И вот здесь уже идет полка. Вот этот кирпич, который будет образовывать полку. А здесь пойдет уже вот так вот кирпич. Вот это каминная полка. Да? Вот здесь вот есть расстояние. И здесь есть тоже расстояние, чтобы это все играло. Вот. А вот здесь вот и вот здесь вот тоже сантиметрик, чтобы это все дело. А вот между вот этой лещаткой и вот этой штукой, да, здесь сделано там 3 сантиметра, чтобы сюда положить базальтовый мат, чтобы эта стенка у вас не грелась. То есть, чтобы можно было камин оштукатурить просто по штукатурному. То есть здесь будет базальтовый мат, здесь будет кирпич. Да? То есть вот это все будет как бы утеплено. Ну и, соответственно, значит, сюда тоже с этой стороны будет положен базальтовый мат. Ну вот этот вот загнут сюда просто. Вот. Значит, вот такая вот система. Вот так вот это все. Ну как вот у вас тут по чертежу. С наклонным, с подрезом. Выходит сюда. Вот. Вот оно с подрезом. Доходит. Вот. Вот это вот окончание тоже все напилено. Просто не поставлено. Ну, мне надо покрасить, да? Мы как-то с вами договорились, что... Вот. И вот эти вот 2 большие плиты. 2 плиты, которые будут венчать вот этот вот конус. Вот сюда вот они будут поставлены. Вот сюда вот. Да? И вот так вот вырезано здесь
будет отверстие, вот, в которой эта штука будет как бы свободно ходить, да, через уплотнитель. Через уплотнитель. Вот. А здесь, вот тут вот на вот этой фигне будет стоять кронштейн, будет стоять вот этот вот обруч, вот с такими лапами. Ну, он под вот этой вот фигней будет стоять, вот под вот этой фигней. То есть он обжиматься будет вот здесь вот, вот на этой штуке. И его вот это место будет держать. Да? И вот этими лапами он встанет на кронштейн. Вот на этот кронштейн, который вот, соответственно, будет это все держать. Ну, вот такая вот как бы... Ну, собственно говоря, уже все напилено. Вот. Значит, надо покрасить. Надо только покрасить. И вот. Ну, и, естественно, я вот тут куплю сверлышко. Вот тут, видите, отверстие маленькое. Просто у меня нету большего. Ну, чтобы рассверлить. Ну, в общем, вот так вот. То есть все как бы вот более-менее здесь. Ну вот тут, конечно, оно дрыгается. Ну, куда деваться? Ну, то есть подклею вот этот вот суперсилк под него, чтобы не так вот стучало. Ну, вот такая вот на сегодня как бы готовность покраситься и сразу в бой. Фактически я как бы эту штуку поставлю. Ну, вот так вот.